Сейчас мы себя вообще жанрами перестали ограничивать абсолютно. Сам язык, он мертвый. То есть нет прям носителей этого языка. Выпускаем альбом и едем в настоящий большой-большой тур. Я осуществляю свою мечту. Мечта Наташи осуществляется, я думаю. То есть мы реально свои мечты воплощаем в жизнь. Zapachniało jesieni, z wiatrem zimnym ulecze sukces. Tak być musi, niczego nie mogę już zmienić. Это песня баллада Яскра, баллада Лютика из старого польского сериала «Ведьмак». Очень глубокая, очень лиричная такая драматичная песня. Это как раз песня о нашей жизни, о наших сердцах и душе, и в конце, и поется в последнем куплете, что но в сердце продолжает, в душе продолжает жить вечный огонь. Я вообще языки плохо знаю, я хорошо знаю фонетику. То есть мне легче звуки воспроизводить. То есть, а по грамматике это все, извините, у меня даже с английским проблемы. Когда мы готовили борщ в Шотландии, да, мы пошли, естественно, искать продукты. И мы нашли ту же самую морковку, свеклу. Да. Единственное, у нас были трудности со сметаной, потому что мы не знали точно, как переводится это слово, и в итоге, мы нашли ее, да. Просто у них есть single cream, double cream. Мы жили несколько дней у наших друзей по совместительству, людей, которые организовывали нам там концерт. Они очень такие гостеприимные, они нас кормили просто как, я не знаю, как королевских особ. Они каждый день какие-то новые интересные блюда, красиво оформленные, что-то делали. И поэтому мы как-то, нам же надо как-то их отблагодарить, и мы им предложили, а вот не хотите ли настоящий наш борщ сибирский? Вот, естественно, им было очень интересно, и мы для них его приготовили. Группа Нитленд играют музыку в стиле фолк-рок, живут в Омской области, активно гастролируют в странах Европы. 2 года назад у нас началась активная именно гастрольная деятельность зарубежная. И тогда же мы начали работать над этим альбомом. Он рождался под впечатлением, под ощущением поездок всех на фестивали, на какие-то мы приезжали, на концерты, в турах выступали. То есть и альбом, он такой, он очень-очень многогранный, он очень эмоциональный, в отличие от предыдущих альбомов, которые были более такие какие-то, спокойные. Мы решили все-таки прикоснуться к культуре, к традициям края, где мы живем, именно сибирского. Это как раз хантыйские песни, тоже в аранжировке, в такой, в более традиционной, с использованием традиционных инструментов, тоже там бубны, варганы. Песня «Казымской богини», и вот мы снимали клип, катались по всей Омской области, то есть там и во всякие таежно-заповедные места уезжали. Я прям очень хотел показать как раз Сибири нашу природу.
Мало где в мире природа сохранилась в такой первозданности. Свою родину показать хотелось. Именно красоты своей земли, своей родины, где мы живем. То есть мы очень любим свою землю. Фома, свет! Давай, с Богом. Я почки застудила. Фома, иди вытаскивай человека. Давай еще разочек. Не кипишуй, все ништяк. Я как будто дым. Спецэффекты, которые вы заслужили. Так а ты хоть бы в этот самый рек нажал, блин, сынка. А то ходит, смотрит в объектив, а толку-то нету. Спереди поправь, пожалуйста. Да-да-да, вот здесь, прям перед камерой. Угу. Во-первых, зимой тяжелее сниматься всегда. Всегда, потому что, да, элементарно костер, просто не загорается костер, все. И мы 2 часа не могли зажечь костер. То есть у нас люди мерзнут, кони мерзнут, собаки мерзнут. У нас все равно какой-то есть график определенный, которого мы должны придерживаться. Неважно, то есть ветер, какой мороз. Актриса, вокалистка должна быть в костюме, в концертном костюме на съемочной площадке, стоять на обрыве над рекой. То есть неважно, что ее там пронзает ледяной ветер, но она не должна этого показывать. Музыкой я начал заниматься, когда у меня сломалась моя первая Sony PlayStation. И мне кто-то из ребят говорит: да давай, ладно, говорит, поменяемся. Я тебе, говорит, электрогитару обменяю на сломанную. Я говорю: окей, давай. Первую электрогитару Аэлита 2. То есть советская гитара, она никакущая абсолютно. Сейчас я понимаю, что это инструмент красивый, может быть, для украшения стены в каком-нибудь винтажном баре. Но когда я автостопом путешествовал и вернулся, и сразу же спустя месяц после этого я собрал свою первую группу. Мы Металлику и Арию играли в Калачинском доме культуры. А какие бары, какие клубы? Это был 2001 год. К нам на самом деле в Калачинском доме культуры и тогда и до сих пор отношение советское. Я не знаю, как в других местах, но вот в Калачинске конкретно такая ситуация, что если ты рок-музыкант, то значит ты какой-то вот там, ну, нехороший, короче, ты отброс такой. Чего точно? Да, отброс, просто отброс. Рок-музыкой нормальный человек заниматься не станет. Нормальный человек пойдет работать, нормальным делом заниматься, а не рок-музыкой. Отрастили тут все волосы и бегают. Я наигрался, мне хотелось самому создавать музыку, что-то интересное, то, о чем я мечтал. Тогда вот как раз я обратил внимание, что вот Наташа, я говорю: а давай-ка мы с тобой попробуем. То есть она на гитаре, она круто играет на гитаре, она как раз гитаристом была в какой-то девчоночей группе. А на каком-то бардовском фестивале я услышал, как она поет, и, блин, у нее голос шикарнейший. Я говорю: слушай, а может попробуем там что-нибудь там? Фолк, там, мельницу, народные русские песни какие-то, такое фэнтези, там что-то такое поиграть. Она: ну, в принципе, да, говорит, что это. И мы, то есть, вот так, вот оттуда все и началось. Мы сразу начали с ним работать вместе, мы сразу начали заниматься музыкой. И поэтому сначала отношения были сугубо такие профессиональные, так скажем. Это был тот первый человек, с которым мне было просто идеально комфортно работать в музыкальном плане. У нее талант как раз играть на тех инструментах, на которых я не умею играть. И то есть это идеально совпало. То есть круто, она играет на гитаре, потому что я не умею играть на гитаре. Вот. А я играю на духовых инструментах. И еще она круто поет: о, ну-ка давай там что-нибудь прикольное такое, то есть такой фолк какой-нибудь поиграем. Ну как свадьбы все проходят. То есть родственники, вот эти пафос, вот это вот там что-то, там понты, там марш Мендельсона, там все. Мы пришли в ЗАГС, принесли им диск, сказали: короче, вместо Мендельсона вот это включите. Все. Нет, конечно, Наташа была в крутом белом платье, то есть я в костюме, который я надевал, по-моему, раз в жизни. Они включили нам имперский марш из «Звездных войн», мы подошли к столу, расписались. Я, кстати, не знаю, а возможно, они вообще не поняли. Я не думаю, что в Калачинске многие люди поймут, что это играет имперский марш. У нас просто семья фанатов «Звездных войн». Йода. А синим, по-моему, это Оби-Ван Кеноби.
Вот это вот наша домашняя, так скажем, студия. Записываем какие-то черновики, сочиняем. То есть основной как раз творческий процесс, он происходит как раз здесь, в этой комнате. Это звукопоглощение, чтобы не было отражения, чтобы сигнал не гулял. Вот монгольская скрипка Моренхур. Это этнический инструмент, да, это этнический смычковый инструмент монгольский. То есть это именно степной инструмент. Голова коня там, потому что этот инструмент как раз то есть на нем можно имитировать звук конского ржания. Там 2 струны из конского волоса. То есть можно было взять виолончель и играть на виолончели, но есть определенные нюансы. Во-первых, из-за формы корпуса звук, из-за материала струн звук другой, то есть сам звук. То есть у этого более архаичный, более такой какой-то древний голос, самозвучание, вот такое атмосферное, такое объемное. Да, я у мастера заказывал, который живет в Туве, как раз недалеко от границы с Монголией. Мастер, он изготавливает конкретно различные этнические инструменты, тувинские и монгольские. Фолк-музыку, особенно со скандинавским уклоном, я хотел это играть еще тоже, наверное, с тех же самых времен, потому что я увлекался историей. То есть это от этого пошло. То есть какие-то необычные инструменты, ты сама понимаешь, что Калачинск, живя в Калачинске, в глубинке, кого для нас тогда представить себе, например, то, что я буду играть на волынке, да, это было чем-то нереальным. Хотя сейчас в шкафу волынка висит и висит, и уже на ней, наверное, года 2-3 никто не играет. Я очень плотно изучал историю религий, Ближний Восток, то есть Римскую империю, то есть вообще в целом. Просто Скандинавия для меня, как раз в музыкальном плане, мне это было больше всего интересно. Я историей начал увлекаться, я не знаю, сколько себя помню, я всегда увлекался историей еще с того времени, как начал читать. С детства, с самого раннего, у нас дома была очень большая библиотека, и мне отец постоянно из командировок привозил книги. Был университет педагогический, Омский педагогический университет, исторический факультет. Я горжусь, что я отучился там. Тот фундамент мощный, исторический, именно академический, мне дали мои педагоги, которым я безумно благодарен. Мы сейчас сотрудничаем с педуниверситетом, мы с Наташей, по-моему, пару месяцев назад, да, мы читали лекцию в педагогическом университете, нас пригласили на наш исторический факультет как раз по эпохи викингов, по культуре и мифологии эпохи викингов, то, чем мы непосредственно занимаемся в нашей группе. То есть это было вообще круто. То есть когда нам да это же мечта была просто когда-то в университете сидеть не за партой, а стоять и, то есть знания в головы. Тяжело в этом плане работать древнеисландским, да, его же также называют древнескандинавский, древненорвежский, мы его зовем древнеисландский. Сам язык, он мертвый, то есть нет прям носителей этого языка. Самый близкий к нему – это исландский. И так как исландцы, долгое время были законсервированы, то есть этот язык, он не так много получил этих изменений извне. Приезжаешь на фестиваль, достаешь инструмент, начинаешь настраивать, тут подбегают чуваки с камерами и начинают снимать. Раньше мы работали чисто фолк-музыка, только фолк-музыка и фолк-этника. Сейчас мы себя вообще жанрами перестали ограничивать, абсолютно. Смысла нет сейчас, в 21 веке, по-моему, вообще все смешалось. Наоборот, интересно экспериментировать, находить какие-то новые открытия, какие-то новые миксы интересные делать. Все равно есть какие-то определенные рамки. Само собой, мы не работаем, например,
ни в коем случае конъюнктура протеста, вот это вот всего. Нет, я думаю, что мы с вечным, нам ближе более вечная тема, это как раз это что-то связанное с природой, это человек, это жизнь, то есть людей. Вот. Все равно с уклоном в Средневековье и в более ранние времена. Эта музыка для определенных ситуаций в жизни, для определенного настроения, она идеально подходит. Когда в лесу находишься, но я люблю больше это играть в лесу. То есть я люблю, когда вот просто я беру инструмент вот свой основной, вот смычковый, я могу уйти там немножко от лагеря в лес, просто сесть где-нибудь у дерева и сесть играть, и это такое полное погружение, полная медитация. Обалденно просто, то есть чувствуешь свое такое единение с вечностью вот этой вот, в которой мы живем. Все время останавливается просто. Я видела одно из ваших выступлений, где ты играл на кусочки сруба дерева. Да, веточками. Потому что это звучит лучше, чем барабанные палочки по барабану. То есть, это естественное звучание. Трудно подобрать звук. Это идешь в лес и собираешь вот эти сухие куски дерева валяются, берешь ветки какие-то и ходишь вот по лесу и ветками по вот таким штукам, по каким-то кускам дерева стучишь и подбираешь звуки. Мы во Франции отыграли. Мы обычно, если, например, это полено привозим с собой, нафига я его назад повезу? Просто оставил там, где финальный концерт, например, отыграли в одной из поездок. Все, там же в клубе оставил и все, и уехал. Нам пишут: ребята, вы свой инструмент забыли. Я говорю: какой? А мне фотографии скидывают, где я играю. Он мне пишет: вот, давайте, пишите адрес, мы вам перешлем. Просто кусок березы. Вот просто вот кусок березы с корой, все, вот торчащие ветки, там какие-то эти сучки торчат. Я говорю: да не, ребята, оставьте себе, говорю, на память. Потом мы придумали, сделали, чтобы его не микрофоном подзвучивать, поставили внутрь звукосниматель. У нас все стали подходить и смотреть: а почему у вас оттуда шнур торчит? Просто кусок дерева, просто вот кусок там сосны или березы, из нее шнур прям. Я беру, ставлю, подключаю на сцену, кладу, значит, кусок березы, достаю шнур, включаю в пульт и втыкаю его в деревяху просто. Реально люди подходили, фотографировали, смотрели: о, как, вот, музыканты, техники, то есть интересно. Там, полено Фендер там какая-нибудь. Было такое. Сейчас как бы вот поедем, новое повезем. У нас основной контингент скачивания – это Северная Америка. Самые большие как раз вот прослушивания, стриминг самый большой – это Северная Америка, Франция и скандинавские страны. Концертный тур начинается 8 февраля, мы начинаем с Омска, то есть мы играем первый концерт в Омске, а следом через неделю мы уже улетаем в Германию на зимний Вакен-фестиваль, затем у нас концерт в Копенгагене, и затем концерт в Йорке, это Великобритания, тоже на фестивале мы отыграем, и уже оттуда мы вернемся домой, выпускаем альбом и едем в настоящий большой-большой тур по Европе. Если так случится, что придется куда-то переехать? Не планируем. Нам уже поступали предложения. В ближайшие 10 лет точно не планируем. У нас ребенок, которому сейчас 6 лет, и который осенью пойдет в 1 класс. Мы бы хотели, чтобы вот он начальную школу и свой начальный школьный жизненный опыт именно у нас на родине получил. Чтобы он гордился тем, что он из Сибири, что он русский, что он... Вот, хочется все равно этого. Все равно, потому что мы этим гордимся. И раз, и два, и раз, и два, и раз, раз, и два, и раз, и два, и раз,
ля. Раз и два, и раз и два, и раз и два, и раз. Нам тяжелее, чем ему. Он находится в то время, когда мы где-нибудь в разъездах, он находится с моими родителями. Очень скучает, и мы очень скучаем по нему. Очень тяжело знать, что твой самый-самый любимый человечек, да, вот вся твоя жизнь, вот это вот одно, вот это крохотное создание, которое в себе вот все самое лучшее содержит. Он где-то за 7000 километров от тебя, где-то там, вот, и ты не можешь подойти к нему. Но я думаю, что он знает, что мы его любим. Мы все равно все время стараемся ему это показать, и все здорово. Мы его не ограничиваем. Короче, мы его не ставим ни в какие рамки. То есть это ребенок, который... Мы его не ограничиваем морально вообще никак. Единственно, да, конечно, он знает, что такое хорошо и что такое плохо. Он знает, что такое справедливость, он знает, что такое, то есть, ответственность за свои поступки, за свои слова. И он, как бы, исходя из этого, мне очень нравится. Ну, короче, вот он – это отражение нас двоих. А, ты сам сделал? Да. Ой, клевый. Это просто штурмовик, да? Да, это Глен толкнул, я надел маску. Я удовлетворен той жизнью, которая есть сейчас у меня. Я вообще, то есть, само собой, я понимаю то, что, оглядываясь назад, оглядываясь лет на 15, на 20 назад, когда я только начинал заниматься музыкой, само собой, конечно, я даже представить не мог того, ну, то, что у меня будет сейчас, какие инструменты, какое оборудование, то есть какие люди вокруг, какие ситуации. Мне понравилось, кстати, недавно обалденное высказывание Леонардо Ди Каприо, прям вообще, то есть прям он в точку попал, что говорит, артисты, говорит, и актеры, вот, которые ноют, что вот мы упахиваемся, мы страдаем. А вы представьте, сколько бы людей хотело оказаться на вашем месте. Вот просто вот вы представьте, вот на нашем месте, он от лица артистов говорил. То есть я это могу перефразировать на музыкантов. Когда мы начинаем ныть, что вот, я устал, у меня руки ой, эти концерты, там все. Я прекрасно понимаю, сколько бы людей хотели бы оказаться на моем месте. То есть я прекрасно понимаю, что я осуществляю свою мечту. Мечта Наташи осуществляется, я думаю. То есть мы реально свои мечты воплощаем в жизнь. И то есть тут жаловаться вообще не на что, если честно.